Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы с вами будем тестировать девятку, но не Балтику, а гитару Schecter Damien Platinum 9. Итак, поехали, посмотрим, что там. Ну что ж, пару слов о палках и железках, из чего гитара сделана, что тут установлено, и уже потом пойдем углубляться в детали. Итак, корпус у нас из красного дерева, гриф кленовый, накладка из палисандра, и также у нас колки Гровер. Дальше, значит, у нас два звукоснимателя EMG 909, трехпозиционник, громкость тон. Ну и перейдем к самому интересному, попробуем разобраться, что это за зверь, зачем, почему, кому это нужно и так далее. Итак, это мое первое знакомство с девятиструнной гитарой, то есть вот семерки, восьмерки, это пробовал, играл, что-то у меня было там в использовании. Сейчас я играю в основном на 7-6 струнах, а девятка в мои руки за все это время попала впервые. И, соответственно, ощущения весьма странные, необычные, интересные, тут как угодно это можно трактовать, но, в общем, кто играл на 7-струнной, 8-струнной гитаре, это уже немножко другое, тут все немножко другое, начиная с мензуры, да, мензура тут 30. Я сначала подумал, что 28 там с копейками, но оказалось побольше. Ну, собственно, это ощутилось, когда я там в миксе, да, в треке, который в этом видео пытался тянуться, какие-то такие вот позиции, которые спокойно очень растягивались на там, 27 дюймах, скажем так. Здесь уже было прям тяжело, ощущения были близкие к басу. На басу я достаточно давно не играл, вот, и прям вот эти вот ощущения появились. Соответственно, здесь нужна бешеная растяжка, ну и плюс, соответственно, эта мензура накладывает определенные ограничения на исполнение каких-то привычных, возможно, даже аккордов. Кому-то даже аккорд с барре будет тяжело поставить. Ну вот на первом ладу, возможно, дополнительная растяжка потребуется. По солякам, ну, соответственно, то же самое, да, тянуться придется усиленно. И здесь возникает еще одна проблема. Струн у нас 9, и в видео это будет понятно. Я достаточно какие-то моменты напряжно играл в плане того, что очень тяжело контролировать. Ну, то есть этот инструмент надо брать надолго, не так, как я на съемке пришел и сразу играю, да, а там недели две попривыкать, потому что бридж широченный, и вот, как бы, если приложить ладонь, да, вот то место, которым мы глушим, получается, что все, соответственно, уже там выходит за пределы, и когда играешь на девятой струне, вторая, третья, первая, вот эти все струны могут где-то пролезать, возможно, где-то будет грязь там, да. Соответственно, бешеный контроль нужен. В этом плане инструмент довольно сложен. То есть появляются два момента, вот, которые прям немножко выбили из колеи. Это вот растяжка и контроль. Плюс из-за того, что длинный гриф, немножко смещен баланс. Вот. Поэтому без ремня с этой гитарой будет довольно тоже тяжело. Идем дальше. Минусы, не минусы, ну, такие детали, на которые стоит обратить внимание. Про баланс я уже сказал. Дальше. Строй инструмента. По умолчанию восьмиструнная гитара строится как, ну, в моем понимании, стандартная 6. И дальше уже начинаются эксперименты. У меня седьмая либо си, либо ля, восьмая обычно ми, чтобы, ну, соответствовать каким-то удобным тональностям. А с девятой струной я, честно говоря, тут даже призадумался и нашел, ну, ре, да, она получается на тон ниже настроена, чем восьмая. То есть опускать еще ниже
куда-то, ее банально даже вот тюнер напольный тут не схавал, поэтому, соответственно, придется заморочиться с тюнером. Но вот плагины типа Neural DSP, они обычно как-то хорошо ловят. То есть надо, соответственно, найти, опять же, средство, в котором можно эту гитару настраивать, найти адекватный строй. И самый очевидный способ найти этот самый строй, это так, чтобы вот эта струна, 9-я, соответствовала каким-то аккордам, ну, как дополнительный бас, да, допустим, здесь у нас настроенная ре, поэтому аккорд ре берем, и 9-я струна туда отлично заходит вот для каких-то объемных там партий в композициях, например. Ну и кроме того, поскольку на гитаре есть 9-я струна, сама собой в процессе записи появилась идея попробовать гитару в качестве баса. Мы взяли басовый плагин Neural DSP Parallax, туда, собственно, гитару воткнули и записали сэмпл, который вы сейчас услышите. По-моему, получается вполне аутентично, ну, по крайней мере, в миксе разницы особо никакой не будет заметно. Конечно, да, если бы мензура была там нормально 35 басовая, то звучало бы поплотнее, но, опять же, повторюсь, в миксе будет вполне прикольно. Ну, по крайней мере, получается отличный способ записать демку, кому лень покупать там еще и бас, да, можно таким вот образом пользоваться. Ну и давайте уже подводить какие-то итоги. Поделюсь своими впечатлениями об инструменте. Для чего, для кого, как в начале ролика я говорил, ну, надо подумать. В целом инструмент по звуку, ну, злой метальный, да, мензура, датчики злые, тут все понятно. На чистом звуке себя хорошо достаточно показывает. Единственный момент, эта гитара очень специфическая, то есть, опять же, та же самая мензура, она накладывает определенные ограничения, и если вы играете вот прям такую конкретно музыку, то это 100% да, ваш вариант. Я, честно, не знаю, чего играть на 9-струне, мне вот 8 как бы нормально, 9 это уже как-то перебор, поэтому для экспериментаторов, для любителей вот таких вот адских там длинных баритонов будет самое то. В качестве первого многострунного инструмента, ну, не знаю, тут надо 10 раз подумать и взять там что-то по лайтове, попроще, там какую-то 7-ку, 8-ку, то есть это прям очень специфический инструмент, но именно в своей ипостаси вот этого 9-струнного баритона он очень даже неплохой. Ну и обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про 9 струн, сколько струн вообще должно быть на гитаре, сколько вам хватает, ну, что-нибудь пишите, как обычно, ну и лайки, подписки, все как всегда, до встречи, всем пока. Ты в октаву повторяй. Вторую часть. Так как октаву? С такой растяжкой? Ну, ты слышишься прям. Ну нет, не, ну я там вообще...